Всем привет! Разработчики ввели в игру очередную порцию новых героев. И в этом ролике я хочу рассказать про нового героя Гуши, своенравного дворянина, который является стрелком фракции Странников и Ада. Довольно интересный лучник, который может пригодиться на каждом аккаунте. Поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Но перед началом небольшая реклама. Кстати, если вам не хватает кристаллов призыва или других ресурсов, и вы не можете задонатить сами, с этим вам поможет спонсор этого ролика – Донатов.нет. Донатов.нет поможет вам с донатом во все популярные игры дешевле, чем в самой игре. Если у вас проблемы пополнить кошелек в популярных сервисах, наподобие Steam или Battle.net, Донатов.нет также вам может с этим помочь. Ну и куда же без нашего любимого Watcher of Realms? Для этого больше не надо передавать кому-либо свой аккаунт или данные. Достаточно просто выбрать интересующий вас пак, ввести ваш ID и номер сервера и нажать кнопку «Купить», выбрать способ оплаты и готово. Подробная инструкция, как покупать, также представлена. И на закусочку, при регистрации по моей ссылке ты получаешь купон на скидку в 5% на первую покупку. Больше у вас не будет проблем с донатом, ведь с донатов нет, донат есть. Начнем с базовых характеристик героя. На базе герой имеет неплохую атаку, в среднем у стрелков 3700, 3900 атаки, тут 3800, поэтому good. Стандартный рейндж атаки для всех лучников без увеличения на одну клетку. Но очень-очень высокий интервал атаки, разогнать его до 1 секунды проблем не составит. Что он без сомнения топчик. Давайте теперь перейдем к таланту и навыкам героя. На таланте герой получает один заряд резонанса клинка при каждой базовой атаке. Каждый раз, когда таких зарядов становится 50, герой переходит в свою следующую фазу. Их всего будет 2, и на второй пробуде появляется третья фаза. На каждой фазе он получает дополнительные плюшки. На первой, это золотая эссенция, герой получает пробивание 20% и повышает свой урон на 30%, что без сомнения вкусно. Второй раз, когда он переходит на следующий этап, это на возрождение души, он увеличивает свое пробивание на 30% и урон на 50%. Бонусы от двух этих эффектов не сочетаются, то есть было 20 пробивания, станет 30. Было 30% повышения урона, станет 50. Они между собой не сочетаются, просто заменяются. Кроме того, после того, как он получает каждые 10 зарядов резонанса клинка, он использует клинок души, который наносит 200% урона вражеским целям и рассеивает с них одно усиление. Что без сомнения вообще круто. По факту, каждые 10 базовых атак герой будет рассеивать одно усиление. Это прям топчик, ну и 200% урона само собой. Ну и последний на таланте – это увеличение длительности эффекта воплощения кармы на суперспособности на 10 секунд. Не знаю, почему это сюда вписали, они просто увеличили длительность в самой ульте, ну да ладно. Само по себе воплощение кармы увеличивает пробивание на 50% и урон по юнитам в воздухе на 20%. Кроме того, каждая базовая атака наносит 360% из урона основной цели, и урон удваивается каждые 3 базовые атаки. То есть, после того, как он нанесет 3 базовые атаки, следующая атака нанесет 720% урона. Это просто пушка, урона у него на этом таланте просто огромное количество. Поэтому давайте перейдем сразу к навыкам. На базовой атаке герой наносит 80% урона нескольким врагам в пределах дальности. В первую очередь атакует юнитов в воздухе. Достаточно неплохо, но если брать одну цель, то это по факту один удар в 80%, что не так много. Но, как только прочитаешь другие навыки, становится все понятно. Начнем с первой пассивки. Первый пассивный навык – резонанс связи мечей. На данном пассивном навыке, когда рядом с героем находится конкретно 2 героя, то есть именно 2, то есть не 1, не 3, а именно 2, каждая базовая атака данных героев может дать 20% шанс того, что герой незамедлительно использует клинок души, который наносит там урон и рассеивает одно усиление с цели. Также, если эти герои используют суперспособность, это гарантированно вызывает эффект клинка души, что позволяет рассеивать просто огромное количество эффектов с цели. Но все-таки вот проблема, что только 2 союзника. Это довольно-таки сужает сильно способ этого применения. Но еще на пассивке, если герой находится под действием эффекта воплощения кармы, эффект меняется на следующий. Увеличивает крит урон героя на 60% и восстанавливает 15% макс УЗ с каждой базовой атакой. Тоже достаточно офигенный бонус, который вот если вы находитесь на первой стадии и вы используете воплощение кармы, то 40% дополнительного крит урона. Без сомнения, это круто. Второй пассивный навык – остаточная воля. В течение 20 секунд после окончания эффекта воплощения кармы герой получает дополнительный 1 заряд резонанса клинка при каждой базовой атаке. То есть после того, вот мы сейчас почитаем ультимейт,
Если вкратце, после того, как он выходит из вот этой фазы, после того, как герой выходит из вот этого воплощения кармы, из этого эффекта, каждая базовая атака срабатывает как два эффекта. То есть каждые 5 атак будет срабатывать клинок души, к примеру. То есть просто, ну и получается, царство совершенствования будет достигаться гораздо быстрее. Ну и теперь ультимейт. При срабатывании суперспособности, если герой находится на этапе зарождающаяся душа, то есть на второй фазе своего роста, то есть вот у него есть нулевая, это он стандартный, первая это золотая эссенция, и вот третья фаза зарождающаяся душа. Или выше входит состояние душа клинка. Сама по себе душа клинка, каждая базовая атака наносит 250% физ урона двум врагам. Каждые 6 базовых атак наносит 300% физ урона двум врагам. И также накладывает на них 20% эффект уязвимости на 10 секунд. Это просто вау. Также, если герой находится на этапе свободное бессмертие, дам небольшой спойлер, это вторая пробуда, вместо этого наносит урон 8 раз. Там просто такие цифры вылетают, ё-моё. Ну а кроме того, если он находится на этапе ниже зарождающейся души, то есть на нулевой фазе, либо на первой золотой эссенции, вместо вот этого душа клинка он входит в состояние воплощения кармы, которое увеличивает его, вот как мы уже говорили, пробивание на 50% и урон по юнитам в воздухе на 20%. Кроме того, каждая базовая атака наносит 360% физ урона основной цели, а урон удваивается каждые 3 базовые атаки. Вот, просто, ну, вы понимаете, что у него, вот этого героя, есть два варианта использования. Первый, это если вы рашите вот эти царства совершенствования, то есть вы не отдаете ультимейты, и стараетесь как можно быстрее дойти до высочайшей стадии развития. Либо вы ультуете, потом входите в фазу, ультуете, фазу и так далее, пока не достигнете максимального уровня. И вот чуть позже я вам покажу, в чем разница, и думаю, все станет понятно и все станет на свои места. Сам по себе данный эффект длится 30 секунд, и стоимость 800, что достаточно немного, но все же есть вопросики. Ну и навык связи, клинок мести. Если вы получите Суюя, то каждый раз, когда он находится в состоянии воплощения кармы, каждая базовая атака имеет 20% шанс нанести дополнительный урон в 150%, что просто огромно на самом деле. Но также это добавляет и рандома герою. Без данного пассивного навыка, конечно, немножко хуже он себя чувствует, но вполне себя неплохо. То есть его получить желательно, но не то чтобы обязательно. Давайте перейдем к пробудам данного героя. На первой пробуде, когда царство совершенства не достигло этапа зарождающаяся душа, то есть второго этапа, или выше, использование суперспособности с как минимум 25 зарядов эффекта резонанса клинка восстанавливает дополнительно 30% ярости. Данная пробуда немножко такая себе, поскольку в случае, вот конкретно в ее случае, вот эти 30 ярости ни туда, ни сюда. То есть вы будете ультить, и по факту не перейдете ни в какую стадию. Не совсем понимаю, для чего она нужна, но пусть будет, возможно, где-то да пригодится. Вторая пробуда добавляет новую фазу роста, это свободный бессмертный. На этой фазе герой повышает свое пробивание на 50% и урон на 70%. Кроме того, каждая базовая атака заменяется на 2 последовательных удара. Кроме того, во время ультимейта герой, не восприимчив ко всем ослаблениям, после ее окончания наносит 100% урона 7 раз двум врагам. Это просто огромные цифры урона. В будущем вы это увидите. Там просто урон вырастает, просто в космос улетает, когда он переходит вот в эту конкретно фазу. Это прям круто. Также на этой пробуде есть еще одна интересная приписка. Если данный герой находится не в команде лорда, то его базовые характеристики повышаются на 25%. Чтобы вы понимали, стандартные базовые характеристики, которые дает легендарный лорд, 15%. Здесь он себе повышает на 25%. То есть в некоторых случаях его лучше ставить вне лорда. Единственный лорд, который ему дает больше бонуса, чем вот эта пробуда, это Йовар. Со всеми остальными лордами лучше всего его брать обособленно. Вот так вот получается. На третьей пробуде, когда герой активирует свой первый пассивный навык, резонанс связи мечей, он получает щит, равный 60% макса УЗ на 20 секунд. Не совсем понятно, для чего это надо, потому что, ну, 60, от его макса УЗ, не от атаки, там щит не то чтобы большой будет, стандартная базовая ХП у него довольно низкая. Но, если герой находится под действием эффекта воплощения кармы, вместо этого продлевает длительность эффекта воплощения кармы на 10 секунд.
То есть, вот если он находится рядом с двумя союзниками, воплощение кармы увеличивается на 10 секунд. Но, еще одно но, это имеет и обратный эффект, поскольку из-за увеличения воплощения кармы на 10 секунд вы очень-очень долго не сможете выходить на новую стадию. Из-за этого получается так, что начиная с третьей пробуды, лучше всего идти на максимальную пробуду и только после этого отдавать его ультимейты. Это вы увидите чуть позже. Это странно, но так оно и есть. Четвертая пробуда классическая, 8% пробивания. Ну и пятая. Мгновенно прорывает первое царство до этапа золотая эссенция после размещения. То есть он уже начинает не с нулевой фазы, а с первой, что позволяет гораздо быстрее перейти на максимальную фазу. И эта вот пробуда кажется, что достаточно такая не айс, но на деле это просто пушка, поскольку вы очень-очень быстро переходите на последнюю фазу бессмертного, и он начинает раздавать просто на раз-два. Вот такие вот пробуды. Давайте теперь посмотрим на влияние пробуд на урон героя. Тест я проводил на четвертом кошмаре. Из помощников была только Эйлин и Укун, просто для того, чтобы пробивать щит. И как видим, первая пробуда не дает урона герою. Я взял минимальное значение, которое у меня получилось, поскольку, чтобы показать, что сама по себе первая пробуда никак не влияет на его урон. Даже, наверное, немножко и замедляет. Вторая пробуда дает ему просто огромный прирост благодаря новой фазе. На 33% это прям огромное значение. Также стоит учитывать, что я проверял под всеми лордами, и хороший прирост дает только Йовар. В остальном случае его лучше брать без лидера. Но еще раз стоит отметить, что если нам нужна дополнительная клетка, то тогда уже, увы, придется ставить подорачу, хоть урон от этого и уменьшится. Также я проверил его в двух разных вариантах на третьей пробуде. Это если мы сразу переходим в максимальную стадию, не отдавая ультимейты. И в случае, если мы переходим в фазу, ультимейт отдаем, переходим в фазу. И как видим, в целом разница просто на уровне погрешности. Тут можно просто от того, как вам более удобно, отдавать ультимейты или нет. Ну и вот на пятой фазе результаты немножко отличаются. Опять же, проводил два варианта с рашем последней вот фазы, либо чередовать. И как видим, если мы дождемся самой последней фазы, урон просто, прям прилично больше, 10% на самом деле, это огромное увеличение урона. Так что тут уже придется ждать на пятой фазе, не отдавая ультимейты, отдавать их только после того, как он достигнет стадии бессмертного. Вот такое вот влияние пробуд. Теперь переходим к снаряжению. Проверял я в катаклизме с фракционным кольцом ада и в реве. И как видим, рев дает сильно больше значения, поскольку вот если мы возьмем его навык, к примеру, вот ультимативный, тут написано, что урон данной ульты зависит от базовой атаки. В результате чего мы и получаем то, что рев со своими 40% дает гораздо больше, чем катаклизм, даже с фракционным кольцом, на котором есть пробой. Из артефактов ему подходит только коготь и извлекатель душ. Также у него в скором времени появится личный артефакт. Мы пока не знаем, будет что там за эффекты, но мне кажется, личный артефакт, скорее всего, по крайней мере, будет лучше, чем коготь и извлекатель. Но точно сказать не могу. В данном случае они равны между собой. Переходим к тестам. Начать я хочу с бездны. Покажу его на нулевой пробуде и пятой. Пачка через кошмар и ад. В целом, сама проходка классическая, поэтому покажу только первую фазу и сразу перейдем к результатам. Также стоит отметить, что в этой расстановке не активирован эффект пассивного навыка Гуши, так как рядом с ним находятся 3 героя. Забегая вперед, я пробовал убирать Морридана и ставить Кигири между Финиасом и Регаром, но без Морридана в такой пачке, увы, не хватило урона пробить последний физ-щит. Но как только я ему дал вторую пробуду, щит стал без проблем пробиваться. Так что иметь вторую пробуду на данном боссе для него must-have. Ну что, давайте перейдем к концовке боя.
И как видим, в целом урон с учетом того, что он на нулевой пробуде, очень даже неплохой. Давайте сразу же перейдем на пятую пробуду. Здесь я использую другую расстановку с учетом его пассивного навыка. Сами ультимейты в целом не отличаются, но в расстановке мы смещаем Кигири ближе к боссу, оставляя Гу с двумя другими союзниками. Покажу я опять же только первую фазу, а дальше сразу к завершению боя. Вот и все, бой закончился, и как видим, урон тут уже совершенно другой. Почти догнал пятого Окуна. Возможно, если поиграться с ультимейтами, то урон будет еще больше. Вот, к примеру, урон на пятой пробуде, но с прошлой расстановкой. Тоже отличный, но разница все же видна. Переходим дальше. Следующим контентом будет третий рейд, 24 этаж. Использовать я его буду на нулевой пробуде. И опять же, эффект пассивки не активирован, так как не использую героя-бойца. Тычки без Дяо на ульте у него по 400 тысяч, с Дяо по 650, ну иногда проки почти под лямчик. Он просто монстр. Кто проходил данный этаж, те знают, что первых мобов убить на данном этаже не все ДД могут, а этот монстр просто их разорвал. Далее у нас просто стандартная проходка, которую в целом знают многие, поэтому просто покажу весь ход боя. Вот и все, этап закрыт. Как видим, урона на нулевой пробуде у него больше, чем у Сайлоса на пятой. Давайте подводить итоги по данному герою. Вот такой вот герой, Гуши, своенравный дворянин. Как по мне, отличная лего, которая выполняет все функции, которые на него наложены. Кроме тех контента, где я показал, он отлично себя будет показывать на башне обмана, в кодексе бессмертных. Отлично себя покажет на подземелье снаряжения 3 со своими снятиями усилений. Просто отличная лего, которая 100% будет играть. Поэтому оценку я хочу ему поставить 8 из 10. Рекомендую к получению, с учетом того, что он будет герой из синих. Получить его будет не так трудно. Но, блин, все-таки вот пассивный навык связи точнее, его открыть надо получить героиню из древних, что достаточно проблематично. Он без нее, конечно, играет, но все же хуже. Чуть-чуть, но хуже. Пишите в комментариях, как вам Гуши, будете ли пробовать его доставать или смелый скип. Также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Увидимся в следующем ролике.